Привет, ты на канале Funcom Studio в рубрике Техновторник. И не важно, что сегодня не вторник, это всего лишь название рубрики. Тема нашего выпуска – бюджетный свет для твоих видео. Тема относится также и для фото, поэтому бери себе на заметку. Вспоминаем, что слово «фотография» означает живопись светом. Нет света – нет снимка. То есть для видео, так же как для фото, свет является одной из самых важных частей, вернее, одним из 4 главных пунктов. Какие еще 3? Смотри вот в этом моем видео. Тут интересно, все бодренько рассказываю. А теперь про свет. Свет бывает естественный, искусственный, рассеянный, направленный, всякий разный. Но главный вопрос, какой же нам с тобой двум начинающим киноделам использовать свет? Как вариант, солнце. Бесплатный, большой огненный шар. Но у него один большой минус. Оно движется, поэтому оно нам с тобой не всегда удобно. Поэтому рассматриваем искусственный свет. Как вариант, можно себе купить, либо взять в аренду Боллинг, либо Фотопро, но для нас с тобой новичков это немыслимо дорого. Поэтому смотрим, что подешевле и что получше. Как вариант, люстра. Люстра светит вот так. Свет ужасный. Вариант номер 2. Настольные светильники. Вкручиваем светодиодные лампочки и включаем. Свет направленный, жесткий, яркий, лучше, но все же еще не то. И еще один вариант. То, что ты видишь здесь у меня сейчас. Поясняю, что это. У меня здесь стоят два вот таких средних светильника и два вот таких больших. В коробке то же самое. Это линейный светодиодный светильник Era, купленный в Leroy Merlin. А теперь, что у нас в коробке? Из них ты можешь сделать себе типа 2 кинофло, одну средних из 4 средних и одну большую из 4 больших. Либо проявить фантазию, сделать 2 таких, 3 таких, как тебе угодно, либо собрать один большой прожектор.